Если у вас все включено, тогда объедаться можно целый день. Однако именно здесь вас могут подстерегать определенные нюансы, о которых будет очень полезно узнать. Шеф-повар одного из отелей сделал шокирующее признание о том, что же происходит на самом деле за кулисами, пока мы отдыхаем. Признание шеф-повара отеля «Все включено». Мы не выбрасываем 50-60 кг мяса, оставшегося со вчерашнего шведского стола. Это расточительство. Мы отмываем соус с мяса, а на следующий день готовим его уже под новым соусом. Если хотите съесть действительно свежее мясо, ищите большие, плотные и цельные куски. Избегайте мелких или измельченных кусочков. Было бы наивно полагать, что в отеле, где еда готовится на 2000 человек, все происходит должным образом с точки зрения санитарно-гигиенических норм. На приготовление 1 килограмма турецких сырых котлет необходимо 2 часа времени. В зависимости от количества гостей необходимо приготовить как минимум 20 кг котлет. Все ингредиенты замешиваются в большом казане. Для этого младшие по кухне надевают на ноги полиэтиленовые пакеты и залезают в этот самый казан. Консистенция получается отличная, гостям нравится. Относительно котлет. Обычно в котлеты кладется много того, что вам не понравится. Поэтому старайтесь не есть котлеты в отелях, а выбирайте только целые куски мяса. Как правило, в качестве красного мяса мы подаем мясо индейки. К тому же вид этого мяса достаточно эффектно выглядит при повторном разогреве или подаче в соусе. Я добавляю картофель как минимум в 3 блюда в день. Это позволяет экономить более дорогие продукты, особенно мясные. Блюда с картошкой преобладают в меню, так как они очень калорийные и надолго сохраняют чувство сытости. На нашей кухне 3 человека весь день заняты исключительно чисткой картошки. Вы любите свежие булочки на завтрак? На самом деле большинство из них не свежие. Это полуфабрикаты, которые хранятся в замороженном виде и утром разогревают в печи. Вы должны понимать, как мы делаем салаты. Утром на столах самая свежая зелень и овощи. Что не съедено утром, немного измельчается и подается на обед. Что не съедено на обед, измельчается и подается вечером, заправленное майонезом или соусом. Я не рекомендую выбирать салаты с майонезом или соусом. А теперь о сладком. Не ешьте маленькие тортики, которые обычно готовят ко дням рождения. Несвежие торты, которые остаются со вчерашнего дня, дружно собираются с витрин, замешиваются заново, заливаются шоколадной или молочной глазурью, украшаются шоколадными дропсами, фруктами, взбитыми сливками и снова отправляются в буфет. Вообще, чем ниже уровень отеля, тем меньше отходов на кухне. Я знаю отели, в которых ничего не выбрасывают. Есть очень много хитростей, как использовать просроченные, пропавшие или некачественные продукты. Не обольщайтесь также относительно спиртного. Остатки спиртного, которые собирают со столов, не выливают, а сливают в соответствующую емкость и снова подают другим посетителям. Когда люди попадают в отель «Все включено», они набирают много лишней еды и часто не доедают ее. Гости наивно думают, что все оплачено и поэтому можно переводить продукты. Они верят, что в следующий раз все будет новое и свежее. Хочу огорчить таких людей. На следующем приеме пищи вы будете доедать то, что кто-то не доел до вас. Нам невыгодно выбрасывать остатки мяса, рыбы и других дорогих продуктов. Они идут по 2-му и 3-му кругу, но уже в другом виде. Какой я могу дать совет? Лучше всего выбирайте блюда, которые готовятся шеф-поваром при вас. Знаю, что надо выстраиваться в очередь. Знаю, что это не самое вкусное из предложенного. Однако это самое гигиеничное, что вы найдете в отеле. Советы экспертов по выбору блюд в отелях «Все включено». Первое. Эксперты советуют избегать блюд из мелко нарезанных ингредиентов, обильно политых майонезом или густым соусом. Лучше выбрать мясо или рыбу цельным куском и добавить к этому свежие овощи. Второе. Слишком много свежих фруктов в рационе могут вызвать расстройство кишечника из-за большого количества фруктозы. То же самое относится к морепродуктам. Организм может не справиться с усвоением большого количества белка. Третье. Не ешьте блюда, вызывающие подозрения. Отдайте предпочтение той еде, которая вам понятна и привычна. Четвертое. Тщательно пережевывайте пищу. Таким образом вы облегчите организму процесс пищеварения. А какие у вас есть советы по выбору блюд в отелях? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.